Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о физалисе, рассказать, когда его нужно начинать убирать, показать его спелость, немножко рассказать о том, как я его выращивала. Это ряд физалиса ананасного. Вот такой он по высоте, примерно по пояс мне. Это больше метра вырос. Вот такие ряды. И здесь рядышком был ряд физалиса кондитер. Но кондитер почему-то сразу же осыпался. Плодов я с него не получила. Вот смотрите, я уже его убрала. Растения убрала, а плоды все посыпались. Вот. И они совсем не доспели. Я не знаю, почему они осыпались, эти плоды, но с этого физалиса кондитер ничего не получилось. Ананасный немножко собираю. Сейчас покажу, сколько я его насобирала. Пришла уже пора, сейчас уже 12 сентября. Пришла пора собирать его. И расскажу, как определить зрелость физалиса. Вот как видите, у меня здесь есть зрелый, хороший физалис и есть недозрелый. Он идет зеленоватым цветом. Весь физалис в вот таких мешочках, в чехлах. Но мешочки мешочкам рознь. Сейчас покажу, как определить. Вот эти два мешочка ярко-оранжевый такой, ярко-сухой расцветки. Это уже два спелых. Здесь мешочек, чехол с зеленоватым оттенком, значит, этот еще физалис не доспел. Сейчас покажу вам точно. Смотрите, он не ярко-оранжевого цвета. Если сравнить, допустим, с вот этим физалисом, вы увидите, что у этого цвет оранжевый, яркий, спелый, то этот еще имеет зеленоватый оттенок. Поэтому этот физалис еще не доспел. И сейчас открою вам, которые оранжевые прозрачные мешочки. И вы увидите сами, какой яркий, насыщенный цвет у этого физалиса. Это уже доспелые ягоды. Вот они спелые. Спелые. Срываю я их с чехлами, с мешочками. Сейчас буду вам показывать. Вот этот уже отпал, но, по-моему, он еще не спелый. Этот куст какой-то пропавший. Будем искать сейчас физалис, который поспел, и покажу вам сразу же как. Вот срываем. Этот тоже еще не доспел. Значит, как... Вот еще один. Вот сюда вот так срываем. Смотрим. Этот уже спелый. Значит, выращиваю я его первый раз. Физалис посеяла на пробу, чтобы попробовать. Бывает, срываю недозрелый. Ну, как говорят другие блогеры, что физалис, если полежит сорванный примерно недельку, то он доспеет. Ну, ребята, я этого не увидела. Сейчас
скажу вам на наглядном примере. Вот смотрите. Срывала я и недозрелый. Ну вот, допустим, выберу сейчас вот такие зеленковатые. Это уже один доспелый, а 3 недоспелых. Лежит он у меня больше недели. Но и я не вижу, чтобы он доспевал. Ну, это один минус. Больше недели сказали, его хранить нельзя, этот физалис. В таком сорванном виде. Нужно перерабатывать. Или там варенье варить. Или напитки, компоты. Или сушить. Ну, в общем, как-то надо перерабатывать. Но скажу по переработке. Вот такая у меня плантация. Ну, я скажу, раз 4, ну, может быть, 4,5 метра. Два рядочка. И для того, чтобы сварить джем, варенье, этих рядочков будет недостаточно. Вот я начинаю собирать. Это в течение недели я насобирала столько физалиса. Чтобы сварить варенье, джем, там компоты, здесь нужно будет засадить половину моего огорода, чтобы полноценно сварить несколько баночек варенья. Что сказать по вкусовым качествам? В общем, я скажу честно. Моей семье этот плод не зашел. Сколько смотрела видео, почему я его посадила. Сколько смотрела видео, все восхищаются вкусом. Но скажу, этот вкус на любителя. Есть кислинка, есть немножко сладости в ягоде. Аромат, ну вот вкус, ну какой-то необычный. Ну, ни один плод на него не похож. Вот он, ну я не знаю. Но для меня вкус пресноватый. Вот какой-то он, ну, пресный, он не ярко выраженный. В общем, я сделала вывод, что на следующий год я уже сажать его не буду. Вас ни в коем случае не отговариваю. Если вы смотрите это видео, значит, вы узнаете все о физалисе и, скорее всего, хотите его посеять. Ни в коем случае не отговариваю. Я хотела много лет. Все-таки вот это вот, смотрите, какой крупный, хороший, спелый. Хотела много лет посеять, и я его посеяла, я его попробовала. И, в общем, поняла, что эта культура не для нашей семьи, поэтому больше сеять не буду. Вы же, если хотите, посеете немного совсем, попробуйте на вкус. Если вам пойдет на вкус и цвет товарища нет, как говорится, такая пословица, может быть, вам и понравится вкус и цвет. Многим нравится вкус и аромат этого плода, этой ягодки. Попробуйте, посеяв немножко, и определитесь, будете ли вы выращивать такую ягоду или не будете. Мы выращивать уже ее не будем. Сажала я ее, сеяла я ее еще в конце зимы, по-моему, или в начале весны, вот не помню. Выращивала через рассаду. Высаживала в грунт, определяла сроки посадки в грунт. Там, по-моему, через 40 с чем-то дней уже рассаду можно высаживать в грунт. На моем канале есть видео по выращиванию рассадой. Как я ее сеяла, как выращивала, как определяла сроки посева.
В конечной заставочке поставлю это видео. Переходите, смотрите. Выращивается он по типу томатов. Растет по типу томатов. Никакие болезни на него не нападают. Я при выращивании уже в открытом грунте ничем не подкармливала, потому что у меня такой принцип, что овощи, фрукты, которые идут в еду, уже не кормить химикатами. Ничем его не подкармливала, ничем не удобряла. Вырос он около метра в высоту. Есть плоды. Вот такая серединка у него, как у инжира, похоже. Но, говорят, похож на крыжовник. На крыжовник он, ну, как бы для меня, он совсем не похож по вкусу. В общем, смотрите сами, нужна ли вам эта ягода в огороде или не нужна. Посейте, вырастите, попробуйте. Может быть, даже вам понравится. Нам не понравилось. На этом видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.